Представители знака зодиака Рыбы. Здравствуйте, мои дорогие рыбы и рыбки. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз. Ближайшие события. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте узнаем события ближайших дней, с чем это связано, или кто или что спешит в вашу жизнь именно на этой неделе. Возможно, это какая-то новость, информация, получение документа, или это будет связано с конкретным человеком. А также посмотрим знаки судьбы, достанем такие карты, подсказки, к чему все идет, узнаем. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом напоминаю. Любой прогноз или расклад, карты спешат, не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И если вы переложите на метафору карт или то, что они вам хотят подсказать, какую-то свою житейскую историю, ситуацию, то и подсказку вы получите. Итак, хотя больше карты пасьянса старинного, цыганского, он так называется, может быть, он и не цыганский вовсе, так вот, в прооснове какой-то, ну, так называется. И вот они, больше эти карты, именно о событиях. Никогда не знаешь, что тут совпадет. События ближайшего будущего, что спешит в вашу жизнь. И что-то я не вижу. Должна сказать, когда, ну, вот так быстро не выходит совпадение, скорее всего, это спокойное течение жизни. Ну, или, в принципе, та же концепция, которая была, может быть, на предыдущей неделе. По крайней мере, это у нас начало расклада, и поэтому первые дни недели, может быть, 21, 22, еще все идет своим чередом. Вы в чем-то сомневаетесь. Вот это Луна, месяц, это наши внутренние сомнения. Это не есть какой-то конкретики, конкретный факт, который вам, может быть, мешает или что-то вам препятствует. Нет, но вот мы сомневаемся, поэтому не сомневайтесь. Сами себе какого-то мрака, путаницы не добавляйте. Правда, все идет своим чередом. Вам выпадает значение свеча. Есть радость. И у каждого, понятно, своя. Есть какой-то пункт на этой неделе в вашей жизни. По крайней мере, это у нас последний ряд. Либо у вас получается что-то осуществить, или добиться желаемого, или какая-то новость, которая вас тоже вдохновляет. Но у вас еще есть и победа. В нашем пасьянсе мы можем складывать те ряды, которые по горизонтали и вертикали именно с краю находятся. Победа, флаг. Но к этой победе, вот как вот эти сомнения, а также мы можем сложить еще и цепи, и это у нас как сердечная тяжесть. Это из разряда той же самой луны или месяца. Сомнения, волнения. Может быть, вам предстоит что-то такое осуществить. Вы к чему-то готовитесь и думаете, получится, не получится. Получится. Все будет хорошо. Смотрю, что у вас еще совпало. И должна сказать, я не вижу совпадений. Спокойное течение жизни и радость, мои дорогие. По факту, вот оно так. Ладно, давайте дополним картами Таро. Кто или что спешит в вашу жизнь? Достанем такую карту. Знаки судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? На что обратить ваше внимание? И к чему все идет? Если первая карта у нас была «Кто или что спешит в вашу жизнь», то к чему все идет? Какое продолжение следует? Вот по этому вопросу. Или, может быть, сфера жизни нам будет показана. И опять же, к чему все идет? Вот тот знак судьбы или какие-то события, которые у вас уже сложились. То, что будет олицетворять вот эта карта. Какое продолжение тоже следует.
И мы достанем по основным сферам жизни. Это первое. Работа, учеба, сфера ваших достижений и денег, энергии смотрим. Любовь и личная жизнь. Кто или что спешит. И я не могу сказать, что тут прям спешит. Но тут могут быть контакты с каким-то человеком, куда вы не очень торопитесь. Может быть, и хочется что-то продолжать. Но рыцарь Пентаклей – это тот, который едет медленно. И где-то карты пасьянса нам тоже не говорят, что тут прям сплошной драйв на этой неделе. Ну, может быть, и есть такой. Но сказать, что это какой-то переломный момент в документах, в делах, или в ваших каких-то устремлениях, идеях, может быть, целях, намерениях, когда вы тут что-то меняете. Нет. По рыцарю Пентакли это то, что просчитано, это то, что надежно. Это и люди, которые надежные тоже. По этой карте у нас часто проходит какой-то марафонский забег. Я часто об этом тоже говорю. Лет на 10-20. Тут спешка не нужна, потому что какой-то проект вам придется, может быть, продолжать, или то, что вы задумали, он словно быстро не осуществится. Хотя здесь может быть и такая ситуация. Пусть она не для всех проиграется, но тем не менее, что спешит в вашу жизнь, точнее, кто? Если вы сталкиваетесь, к примеру, с подобной ситуацией, когда вам нужно совершить какой-то платеж, или вам нужен конкретный человек, который будет вам содействовать в том или ином вопросе, так вот этого человека вы найдете. И деньги, кстати, если действительно такое бывает, наши деньги задерживаются по каким-то причинам, а вам нужно срочно что-то либо оплатить, либо проплату какую-то сделать, в вашем окружении есть тот, кто вам придет на помощь, взаимовыручку. И часто мы по этой карте даже не предполагаем, кто же придет нам на помощь. То есть это может быть тот человек, о котором вы даже не думаете. Вот примите такой тонкий нюанс, для кого это актуально. Но по рыцарю Пентаклей нет как таковой спешки. Может быть, и хочется что-то быстрее. Но я так вижу, что вы сами понимаете, что нет, добрые дела наспех не делаются. А к чему же это идет? Здесь, наоборот, какая-то детализация. Я бы сказала, тут есть все-таки действительно какой-то харизматичный лидер. Или, может быть, конкретный человек, который, как наставник, может быть, по этой карте это могут быть ментор, как коуч, учитель, или тот, который вас вдохновляет на что-то. И не обязательно, что у нас король, и это должен быть обязательно мужчина. Это может быть и женщина. Это может быть и вы, как ваше намерение, это вы сами. Вы хотите осуществить какой-то проект и понимаете, что какая-то еще дистанция все же присутствует. Но это дело вам нужно обязательно обустроить, потому что именно когда вы его завершите или решите этот вопрос, вот перед вами открываются перспективы лет на 10-20. Вы больше прагматики, мои дорогие. Но я могу сказать, это хорошо. Потому что по королю жезлов иногда проходят такие люди, которые нас могут увлечь чем-то. Но король жезлов не говорит о том, что за нас кто-то будет это дело осуществлять. Делать-то нам придется самим. Но по королю жезлов это больше как команда или дружеский совет. Или как идейный вдохновитель. Это тоже все очень хорошо, но все-таки действия нам придется осуществлять, может быть, даже в одиночку, поэтому рассчитывать на самого себя. Могут быть и люди такие, которые, если мы говорим харизматика, которые в себе притягивают, словно магнит. Нам хочется с ними общаться, нам хочется с ними дружить. Поэтому какие-то контакты вы будете все-таки продолжать. Но я так вижу, поскольку рыцарь Пентакли первая выпала карта, вы будете продолжать очень осмотрительно. Иногда, пусть это редко, но тем не менее это говорит о вопросах страсти. И может быть есть какая-то страстная любовь. И есть тот человек, с которым действительно хочется и встречаться, и быть почаще вместе. Но я так вижу, что, как прозрение, или есть что-то такое, мои дорогие, что вас останавливает или условно вас замедляет. Может быть, это и ваша собственная интуиция, которая вас останавливает от поспешных действий и говорит: ты тут не беги впереди паровоза, будь себе как будто нельзя навредить. Внимание к деталям, потому что что-то наперед просчитать либо нельзя пока в разрезе этой недели, либо от человека вы тоже где-то интуитивно можете ожидать
того момента, когда он может и развернуться, и уйти. Или мнение изменит, или интерес изменит. Интерес может меняться. Сегодня он есть, а завтра нет. Поэтому иногда говорю, бойтесь тех людей, которые в вас заинтересованы. Интерес – это не искренность. Сегодня интерес есть, а завтра он пропал или изменился. Поэтому и внимание к деталям для вас позволяют, может быть, взять какой-то для себя маневр или иметь эту возможность отступить полшага назад в любом деле. Может быть, и по части денег, куда-то вложений или ненужных трат, или по части того, что вы хотите осуществить, но сделать это так более прагматично, вдумчиво, потому что тут что-то крупное строится из мелочей. Знаки судьбы. А вот и правда, вы выходите словно вот из этого заборчика по девятке жезлов. С одной стороны, в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Это наша сила, и у вас сильная позиция. Об этом вам хотят сказать высшие силы, буквально. Это как знак судьбы. Ты сейчас более чем ресурсен. Но вот эти ресурсы очень внимательно нужно расходовать. И, может быть, это относится как и к деньгам, но точно так же участие в каком-то деле, в развитии каких-либо отношений, будь то работа, будь то личная жизнь. Словно мы вот из этого периода ограничений, и, может быть, у вас конкретно был период, когда вы не торопились не знакомиться, не торопились куда-то отправляться, может быть, вам и не хотелось. Может быть, это вы сознательно брали какую-то паузу, потому что работа была, к примеру, на дому, или был какой-то проект, когда вы в нем хотели разобраться. Нужно было время подумать, углубиться, изучить что-то. И вот мы теперь аккуратно так выходим из той прежней позиции, когда мы обособлялись так вот слегка. И несмотря вот на эту ресурсность, не должно быть хаоса, а должна быть какая-то продуманность особенная ваших действий. И можно еще сказать, это девятка. А девятка – это у нас 9-й старший аркан, отшельник. Надейся сам на себя. И где-то это вторит. Девятка жезлов тоже. Но я тут больше вижу дела, работа, бизнес или деньги, может быть. Даже если отношения, значит, тоже через деньги вверху. Опять же, деньги. Есть какая-то финансовая позиция ваша, которая может перекликаться у кого-то и с личной жизнью тоже. Все же мы все разные. Поэтому не навредите себе. Но по нумерологии это еще преддверие перемен. Поэтому тут что-то вы можете просчитать, но пока еще, наверное, не все. И об этом тоже вам хотят сказать высшие силы. А к чему же все идет? А к тому, что ты встанешь перед выбором. Поэтому и не торопись, нам говорят. Поэтому и будь осмотрительным. И старший аркан влюбленный, да, у кого-то страстная любовь. Правда, может такое быть. Хочется быть с этим человеком. Но раз вам выпадает, как рыцарь Пентаклей, именно вам выпадает, как кто или что спешит. Это вы вот так спешите, но, наверное, как в поговорке, поспешай медленно. Точно так же по девятке жезлов. Мы тут не стараемся так форсировать события. Может быть, вы чувствуете, что словно вы находитесь в моменте перехода между прошлым и будущим. Может быть, и была какая-то у вас уже грустная история, когда вы попали в просак, или вам кто-то пообещал свою поддержку, или продолжение отношений, а потом это ни к чему не привело, если мы говорим король жезлов. И не обязательно, что это будет обязательно мужчина. Я точно так же могу допустить, что это может быть и женщина. И не обязательно, что личная история. Может у кого-то что-то подобное, как ситуация выбора, проиграться на работе. Поэтому к чему все идет? Какой-то выбор вам еще предстоит сделать, но он должен быть очень обдуманный. Ваши достижения. Ну вот король Пентаклей часто говорит о том, что это наша сильная позиция по деньгам, потому как мы умеем видеть правильно реальность. Мы не надеваем розовые очки. Не назовешь особо идейным вдохновителем короля Пентаклей. Ну и должна сказать, он не очень склонен к мечтам, потому что он практик. Его жизнь сделала таким. Может быть, когда-то он и мечтал, и строил какие-то грандиозные замыслы, но потом он, видимо, несколько раз пришел к выводу, что опираться я могу на самого себя. И мы можем воспринимать эту карту совет, потому что она очень перекликается со всем тем, что я уже сказала.
Будьте сами где-то в энергиях вот такого продуманного человека, и тогда у вас все получится. Здесь нельзя замечтаться. Вот я вижу так. Внимание к деталям от начала до конца. Нельзя себе навредить, как знаки судьбы. А выбор быстро ты не сделаешь, как будто. Ты встанешь перед ним, но он должен быть для тебя каким-то очень правильным. В личной жизни поддержка семьи, безусловно, десятка кубков для тех, кто человек семейный. Поддержка ваших родственников. Вопросы вашего благополучия и места проживания тоже иногда проигрываются. Но, безусловно, это карта радости, приятных эмоций, каких-то контактов. Может быть, это вы со своим любимым человеком, со своей семьей делаете какой-то выбор. Может быть, вы задумались о каком-то далеком переезде, я такое тоже могу допустить. А у кого-то этот переезд вынужденный, может быть, как релокация по работе. Ну, наверное, тут самые разные направления, потому что мы все разные. Но, опять же, практика у вас, видимо, критерии истины, мои дорогие рыбы и рыбки. И не взять на себя какие-то лишние обязательства, вот это тоже как знак судьбы. Все же вот этот выбор, он у каждого будет какой-то свой. На кону ваше счастье. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.